Здравствуйте, это тепловизионные прицелы от китайской компании Dali Technology. Компания довольно старая, была образована в 1984 году, и поначалу это был научно-исследовательский китайский институт. В 2001 году была преобразована в корпорацию, а в 2008 акции этой компании были размещены на Шэньчжэньской фондовой бирже. Разработки микробалометров для тепловизионных приборов были начаты в начале 2000-х годов, и к 2015 году пошли в производство собственные приборы на собственных же микробалометрах на базе аморфного кремния. То есть по типу, как у французской компании Ulis. Чем особенны эти приборы? Прежде всего своей ценой. На сегодняшний день цена именно на эти тепловизоры под маркой Dali, тепловизионные прицелы, она самая низкая на рынке. Самый дешевый прибор, вот этот, который сделан на базе матрицы 240 на 180 точек размером, стоит у нас 105 тысяч рублей. Следующий на матрице 384 на 288 стоит 115 тысяч. Дальше на такой же матрице, но более сложный прицел с большим объективом и с окуляром стоит около 160 рублей. И самый дорогой, вот этот на матрице 640 на 480 с самым большим объективом и с окуляром, стоит около 250 тысяч рублей. За счет чего такая относительно низкая цена относительно других тепловизоров? Ну, прежде всего, именно за счет того, что компания сама выпускает микробалометры, то есть вот эти самые детекторы. И у них не самые высокие характеристики, сразу оговорюсь, что температурная чувствительность от этих детекторов от компании Dali около 60 милликельвинов. На сегодняшний день микробалометры на оксиде ванадия уже многие производители заявляют чувствительность около 30-40 милликельвинов. Что это значит? Это значит, что точки с такой разницей температур будут по-разному отображены этим самым тепловизором. Ну, сами понимаете, чем эта величина меньше, тем чувствительность больше, тем больше деталей на изображении мы можем увидеть. С другой стороны, такого температурного разрешения вполне достаточно, чтобы четко, хорошо обозначить на изображении именно тепловые объекты, которые нас больше всего интересуют на охоте, то бишь животных. Объекты фоновые, вроде кустов, деревьев и прочих всяких предметов на фоне, естественно, для таких детекторов будут отображены несколько хуже, чем у тех, у которых вот эта самая чувствительность меньше. Итак, начнем рассказывать про эти прицелы, собственно. Первые две модели, почему они такие дешевые? Прежде всего потому, что в конструкции применена такая особенность, как отсутствие окуляра как такового. Вот за наглазником здесь нет вообще окуляра. Сниму наглазник, покажу, в чем дело. Вот это вот сразу мы видим дисплей. Никаких линз за ним нету. Если здесь целая окулярная система, системы линз, диоптрийной коррекции, то здесь этого попросту нет. Вот за счет этого экономия. Раз. Дальше. Сам этот дисплей, он значительно дешевле, потому что он крупный, вот диаметр, вот, который сюда выходит глазу, это 30 мм, а разрешение 390 на 390. А здесь, вот в этих прицелах окулярных и вообще у всех практически остальных тепловизоров, подавляющего большинства, применены микродисплеи. Они значительно дороже. То есть они имеют меньший размер, а разрешение еще гораздо больше, чем здесь. На порядок, то есть там, не помню уже цифры, на порядок больше разрешения. Соответственно, он гораздо дороже, этот микродисплей. То есть, когда мы избавляемся от окуляра и избавляемся от этого микродисплея, у нас значительный выигрыш происходит по цене. Что еще хорошего вот в этой схеме? Вообще у тепловизоров, тепловизионных прицелов есть такое больное место, как небольшое удаление выходного зрачка. То есть мало кому из производителей удается сделать удаление выходного зрачка больше 40 мм. Ну, то есть в основном там около 40-50 мм. Где-то я видел, что 60 получается. Здесь удаление выходного зрачка, ну, оно просто колоссальное. Оно как у коллиматорного прицела, поэтому мы их иногда называем коллиматорного типа. То есть можно смотреть издалека, как зрение позволяет нам, то есть порядка 20 сантиметров. Вот с нормальным зрением человек может смотреть на такой дисплей. Ну, вот как на часы вы смотрите. Этот дисплей, он как вот дисплей смарт-часов умных, примерно такого размера. Вот за счет этого просто колоссальный выигрыш по цене получается. Плюс собственные микробалометры.
Фокусировка у всех на объективе. Вот эти два фокусируются от 5 метров, эти от 10 метров. Все объективы укомплектованы такими крышками. Корпуса. У всех цельные корпуса. Ну, как вот у хороших обычных оптических прицелов. То есть здесь нет никакой сборки, никаких швов. Цельный, точеный из куска. Что способствует, конечно, большей надежности таких прицелов. Дальше. Вот в этих местах у нас нет никакой выверки. Вот эти барабаны, которые похожи на традиционную выверку, на самом деле ею не являются. Вот под этими верхними пластиковыми крышечками просто Wi-Fi датчики расположены. Под боковыми крышками у всех расположен разъем для зарядки встроенных аккумуляторов и для связи с компьютером. Шнурок USB C-Type идет в комплекте. Через него подключаем к любому зарядному устройству USB-шному с напряжением 5 вольт. Сила тока 1-2 ампера. Ну, как для всех прочих гаджетов. Телефонов, фонарей, планшетов, для чего угодно. Чем больше силы тока, тем быстрее зарядится. Чем меньше, тем дольше будет заряжаться. Емкость встроенных аккумуляторов очень большая, то есть порядка 5 амперов. Тоже одна из больных особенностей, особенно первых тепловизоров. У них достаточно мощное энергопотребление, и поэтому две батарейки типа размера 123, CR123, они за 4 часа строго сжирают просто легко. Поэтому все последние разработки у всех производителей стремятся вот эту проблему решить, потому что 4 часа это достаточно мало, и потом на морозе и 4 часов они не выживают, а через 3 часа умирают. Батарейки эти CR123, они достаточно дорогие, не везде продаются, поэтому сейчас все стараются использовать либо аккумуляторы 18650, либо еще большие аккумуляторы с дюймовым диаметром. Здесь встроенные аккумуляторы, точно не знаю какого типа, скорее всего такого же, и очень большой емкости. Так что вот этой проблемы здесь нет. У больших прицелов также в центральной части есть барабан управления. Он нужен для того, чтобы войти в меню управления. Нажатие, на экране появляется меню, вращение, перемещение между пунктами меню, нажатие подтверждения, длинное нажатие еще подтверждение, выход. Ну, все это есть в инструкции. Управление на маленьких прицелах все расположено на окуляре. Здесь у каждого по 4 кнопки, а у больших по 3 кнопки, из-за того, что есть вот этот самый барабан. Управление достаточно простое. Одна кнопка для всех 4 прицелов. Включение, выключение и включение спящего режима. 3 секунды удерживаем кнопку. Появляется индикатор загрузки. Вся загрузка занимает около 9 секунд. Вот когда появилась сетка, индикатор батареи, прицел готов к работе. Краткое нажатие выключает дисплей. Собственно, все остальное работает. Матрица, вся электроника. Не работает только дисплей. Экономится питание и демаскирующий эффект убирается. Кратко нажали, он тут же опять включился. Уже не надо тратить время на всю эту загрузку. Следующая кнопка, опять же для всех 4 одинаковая, это кнопка включения фото или видеозаписи. Кратко нажали, появился фотоаппаратик, сделал снимок. Длинно нажали, появился таймер, пошла запись. Еще раз нажали, она остановилась. Следующая кнопка это увеличение цифровое, опять же одинаковое для всех. Значит, маленькие прицелы имеют 4-кратный цифровой зум. Шаг этого зума 1/10 крата. Каждое нажатие увеличивает на 1/10. И так до 4. После 4 сразу соскочит опять на единицу. Причем базовое увеличение для прицела на матрице 240 на 180 единица. Соответственно, получается у него увеличение от единицы до 4. А для прицела на матрице 384 на 288 базовое увеличение 0,75. Соответственно, максимальный получается 3.
То есть от 0,75 до 3. Для большого прицела на 384 матрице базовое увеличение 2,4 крата и дальше зум с шагом в 1 крат. То есть 9,6 максимум. А для прицела на матрице большой 640 на 480 базовое увеличение 2 крата и 4-кратный зум с шагом единицы до 8 крат. У него же самое большое поле зрения. В комплекте у всех прицелов идут наглазники. И у больших прицелов еще в комплекте вот такой неопреновый футлярчик. У маленьких нету этого. Немножко покажем по меню. Чтобы войти в меню на этих прицелах, надо подержать вот эту кнопку смены палитр. И дальше перемещаемся по меню. Первый пункт — это включение-выключение Wi-Fi для подключения к гаджетам. У всех есть эта опция. Всех можно подключить к смартфону и транслировать на смартфон изображение. Один охотится, товарищ может наблюдать на смартфоне, что там происходит у товарища в прицеле. Следующий пункт — это калибровка. То, что вот он сейчас щелкает вот так, это происходит постоянная калибровка. Автоматическая шторка есть механическая, которая периодически закрывает и сбрасывает все помехи с изображения. Естественно, если мы выстрелим в момент, когда эта шторка двигается, то с ней может что-то произойти. Вот. Ни у одного из наших клиентов я не слышал, что такое бывает. Но, вообще говоря, люди говорят, что такое может быть. У кого-то что-то было. Мы не сталкивались, хотя прицелов уже продали не только этих, вообще всяких полно. Вот. Ни разу живьем не сталкивались, но говорят, что такое есть. Ну и кроме всего прочего, звук такой, что в тишине, в лесу он, конечно, может демаскировать. В принципе, вот эту калибровку можно просто-напросто отключить. Вот через этот самый пункт. Здесь есть пункт OFF. Вот. Выключаем. Следующий пункт — это отслеживание самых горячих точек. Они будут выделены на изображении. Потом обычная яркость, контраст и системные настройки. Системные настройки здесь язык. Форматирование внутренней памяти, возврат к заводским установкам, ремонт удаления битых пикселей и обновление программного обеспечения. У больших прицелов меню гораздо богаче, поэтому такой здоровый барабан и целое отдельное устройство перемещения по меню. Чтобы войти в меню настроек сетки, надо нажать вот эти две кнопки, подержать, пока сетка исчезнет. Дальше можно поменять. Без сетки есть режим. Маленький крестик, типа мелтот, с кружочком, крест с кружочком, такой. 3 пенька, точка, ну точка как в коллиматоре, прицел коллиматорного типа. И 3 цвета у этих марок. Зеленый, желтый и красный. Нажимаем еще раз кнопку палитр. Появляются координаты точки. То бишь входим в режим выборки. Подтверждаем X и можем перемещать крест. Вот он пополз у нас в центр экрана. Центр экрана соответствует 195. Подтверждаем. Выбираем Y. Сейчас мы его в центр поставим. Подтверждаем и выходим. Все. Вот так вот просто осуществляется пристрелка. Никаких особых функций типа заморозки, увеличения, ничего такого нет. Вот то, что мы сейчас видим, появились на экране такие полосы, это следствие того, что мы калибровку отключили. Включим сейчас. Вот изображение очистилось. Вот для чего нужна эта самая калибровка. А теперь покажем, вот как в них видно, посравниваем на разных дистанциях и на разных объектах.